Сказочный шелковый заварной крем для торта Наполеон. Он хорош не только для этого торта, поэтому удачный рецепт в своей копилке должен быть у каждого, кто любит готовить. Его вкус и текстуру не спутать ни с одним другим кремом. Список ингредиентов к рецепту традиционно в конце видео и в описании. Самый нежный крем для торта Наполеон – это, безусловно, заварной крем или патиссьер. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня мы будем готовить классический заварной крем. Он идеально подходит для торта Наполеон, для разнообразных пирожных и булочек, для эклеров, для слоек и для многого другого. Ставьте лайк этому видео, это сохранит его у вас в понравившихся, и вы в любой момент, когда вам будет необходимо, сможете без проблем найти этот рецепт и воспользоваться им. На моем канале уже есть рецепт заварного крема, который готовится ускоренным способом, но сегодня я хочу отдать дань классике. Готовить его можно только на желтках, на смеси желтков с яйцами или же просто на яйцах. Выбирать и решать вам, какой из вариантов лучше всего использовать, но в видео я оговорю, какие пропорции для этого необходимо. Если же при этом вы сможете раздобыть стручок натуральной ванили, то это и вовсе будет фантастика. Но и без ванили этот крем мой самый любимый, поэтому поехали готовить. Примерно на 1 кг крема возьмите 600 граммов молока. Я использую 1 яйцо и 3 желтка. Но в списке ингредиентов вы увидите пропорции по количеству только желтков или яиц. 120 граммов сахара. Крем будет умеренно сладким. 40 граммов муки и 10 граммов кукурузного крахмала, а также 100 граммов сливочного масла. Всыпьте в молоко половину сахара и отправляйте на огонь. Слегка взболтайте яйца или желтки. Всыпьте к ним оставшуюся половину сахара, а также муку и крахмал. Перемешайте смесь до однородности. Сочетание муки с крахмалом помогает получить более нежную и слегка тянущуюся консистенцию, но если крахмала у вас нет, просто возьмите 50 граммов муки. Молоко с сахаром к этому времени закипело. Непрерывно помешивая яичную смесь, тонкой струйкой влейте в нее половину молока. Начнется процесс темперирования, заваривания яиц. Если влить молоко сразу, этот процесс будет неравномерным, и в месте контакта с кипящим молоком яйца прямо-таки сварятся и образуют плотные комки. Влейте яичную смесь в кастрюлю с молоком, перемешайте и верните ее на небольшой огонь. Непрерывно помешивая крем, доведите его до загустения. Если не мешать крем в процессе заваривания, мука и крахмал заварятся неравномерно. У краев крем будет уже готов, а внутри нет. Кроме того, крем может начать подгорать, если его не помешивать. Теперь сделаем заварной крем еще более нежным по текстуре, а по вкусу еще более интенсивным. Снимите крем с огня и в 2-3 приема введите в него сливочное масло, тщательно вмешивая его венчиком по мере того, как масло плавится. Удобнее всего вводить масло комнатной температуры, так оно расходится в креме быстрее. Только гляньте на эту шикарную шелковую текстуру. Чаще всего заварной крем используется в уже остывшем виде для перемазывания коржей торта Наполеон, для заполнения эклеров, а поэтому его нужно правильно остудить, чтобы на поверхности не образовалась противная корка. Для этого перелейте крем в какую-то удобную миску или широкую форму. Чем шире форма, тем быстрее крем остынет. Накройте его пищевой пленкой в контакт и дайте остыть. Совсем скоро на моем канале выйдет и рецепт самого торта Наполеон. Он со мной уже лет 15, объезжен вдоль и поперек, поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчики, этот рецепт вы не пропустите. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная».